Центр Краматорска. Во дворах стоит обычное здание, в одном из кабинетов которого работает полевой офис Министерства временно оккупированных территорий. Официально это сектор, и работает он с конца 2016 года. В штате 3 человека. Они не ведут прием граждан, но проводят мониторинг и принимают обращения в социальных сетях. О функциях локального офиса министерства и о достижениях нам рассказала Алла Назаренко. В первую очередь, конечно, преследовались задачи не только, будем говорить, реализации всех задач министерства, но в первую очередь мониторинга. Мониторинга соблюдения прав человека в тех городах, которые находятся на линии соприкосновения, и в тех населенных пунктах, которые находятся сегодня на оккупированных территориях. Надо говорить, что самой первой, наверное, нашей работой, которую мы в прошлом году делали, это была реализация программы, образовательных программ. По информации от министерства, в 2017 году было создано 23 образовательных центра «Донбасс, Украина», с помощью которых школьники могут проходить дистанционное обучение, и благодаря которым более 1500 абитуриентов с временно неподконтрольных Украине территорий поступили в украинские вузы. Для этого Минвод вело информационную работу с помощью международных организаций на контрольно-пропускных пунктах и в серых зонах. Еще одна функция министерства – это мониторинг контрольно-пропускных пунктов. Условия, обслуживание, отсутствие коррупции – все это в поле зрения сектора Минвод в Донецкой области. Как происходит обычно выезд? Обязательно мы смотрим количество людей от нуля до конца КПВВ, условия их пребывания. Есть ли медицинская помощь, есть ли сервисные, это туалеты и так далее, и так далее. Есть ли пункты обогрева. Также мы делаем свои рекомендации, передаем в министерство, которое уже, будем говорить, работает с этими информацией дальше. Мы хотим сказать, что, наверное, сокращение периода пребывания на КПВВ – это одна из заслуг и нашего сектора в том числе. Вот так, например, в прошлом году с ВКБ ООН, когда вы, может быть, помните, что были очень массовые жалобы в связи с коррупцией на КПВВ, нами на КПВВ Майорская была реализована программа. Были приобретены более 50 камер, бодикамеры. И каждый из должностных лиц, которые работают там, это и пограничники, и фискальная служба, и прочие, были оснащены такими камерами. Это очень затруднило коррупционную составляющую. Так, благодаря субвенции, полученной от государства, министерство приобрело оборудование для центров предоставления административных услуг в городах вблизи линии разграничения, в которых люди могут оформить биометрические или обычные документы. А также совместно с Мариуполем и Покровском было приобретено около 72 единиц временного жилья для внутренне перемещенных лиц, в которое уже в июне этого года будут заселяться люди. Эксперт объединения «Кальмиус» группа считает, что существование такого министерства – это плюс, и оно вполне может способствовать реинтеграции Донбасса. Хорошо, что такое министерство существует и на уровне Киева поднимают вопросы, которые не всегда популярны, но требуют решения. И, к сожалению, к позиции этого министерства, из-за того, что вопрос, который она решает, очень политизирован, не всегда прислушиваются. Хочется верить, что в будущем министерство станет более влиятельным политическим игроком и станет настоящим драйвером реинтеграции.